Всем привет, с вами Team Spirit. Сегодня первый медиадень нашего нового состава ПКС, так что пойдемте познакомимся с парнями поближе. Сложно было пройти мимо того, что Академия показала на протяжении последнего сезона. Это в действительности впечатляет, когда у тебя один опытный юнит в команде, это Дима Сотов, и вокруг него ребята так расцвели. Я считаю, что это очень крутая работа. Мы проводили несколько недель тестов, и основной фактор, на что мы смотрели, это на голоса внутри игры. Мирослав может быть таким человеком. Я возлагаю на это надежды. При должной работе он может дать больше нам вариативности и креатива в середине раунда, что является важным. Моя роль в команде — опорник. За атаку люркер в основном. Стиль больше похож на Рапса, чем на кого-либо другого. Я пытаюсь много давать идей в команду, много придумывать. У него есть голос в игре, и это то, что нужно для команды. Что касается Дани, это firepower, и нужно сделать так, чтобы у человека было достаточно комфортно ему находиться на сервере с нами. Молодой, перспективный, горячий. Даже ХЛТВ выпустили новость о нем. Все это стоит сразу брать. Я воспринимаю этот ажиотаж хорошо вокруг себя. Все-таки это дополнительная узнаваемость, и это плюс к бренду Team Spirit. Но я нормально к этому отношусь полностью. Что-то страшное происходит на праках от него. Из ситуации, где ничто не предвещает беды какой-то там или каких-то винрейтов, происходит 4 головы с дигла, типа, и ты такой: понял. Сижу, выжидаю, приходит в прицел, раунд заканчивается. Что касается Артема, основной фактор в выборе снайпера была коммуникация и решительность, в чем он себя зарекомендовал как хорошего игрока. Тёма выиграл конкуренцию среди авиков, которых мы тестили. У меня довольно-таки агрессивный стиль игры. Больше сам создаю свою игру, но стараюсь брать какие-то фишки у Моноси, Шира. Также там смотрю за симплом и прочее. Вот. В целом стараюсь больше сам строить свою игру с помощью тренера и небольшой помощи со стороны. Леня на протяжении сезона, всего года, свои задачи выполнял. Он столб этого коллектива, который будет приносить много идей. Он отличный капитан и полностью справлялся со своими обязанностями. Я не люблю, когда заново состав строится, и надо все делать заново, всю эту штуку. Мне это не особо нравится. Но прикалывает, что из этого выходит после. Типа, если ты хорошо все делаешь с самого начала, то нормально будет потом. Из того, что мы тестили, выбор был между Борей и Пашей. Боря лучше стакался с молодыми ребятами. Ему проще и им играть, и ему. Ну и Боря по ролям подходит отлично. То, что опорник везде, люркер второй, и плюс также в середине игры он как второй колер. Поэтому все стакает, все супер. Я думаю, что со сменой ролей, которые у него сейчас будут, некоторые, да, он может раскрыться в новом свете. Плюс именно с молодыми ребятами, я считаю, что он будет, с Борей будут молодые ребята прогрессировать быстрее, нежели, допустим, с другими игроками. Но если говорить про мою роль, то да, она изменилась. Говоря про дефенс, я остался на своих местах. Какие-то места я забрал у Паши. И это сделано для того, чтобы Мирослав играл на своих сватах, потому что у меня были все пересечения с ним почти на всех картах. Основным отличием, первостепенным, между прошлым и текущим составом является большее количество голосов в TeamSpeak, более живой войс. Я не уверен, конечно, как будет себя чувствовать площадь во времена, когда игра будет не идти, когда будет небольшой тильт, когда вы будете проигрывать много раундов 0-10. Но оверолл, в среднем, чуть более живое общение и более живые разборы.
Я думаю, что отличие точно в начале сейчас, в атмосфере точно, потому что у троих это же, они как костяк с академки, у них больше приколов, больше шуток, ребята плюс младшие в разы, да, чем там был Паша или Роберт, да, с Игорем. Вот, поэтому более все как-то более просто, более весело. Адаптация в команде прошла достаточно просто. Общий язык было найти легко, никаких трудностей в этом не было. Наши совместные праки проходят хорошо, ну не без проблем, потому что все-таки надо сгораться, разобрать все дела. Ну, в целом, хорошо. Наш буткемп проходит в офисе. Сбор обычно в 11-11:30. Разбор длительное время. Там это может быть час, может быть 2+. И потом праки, обычно 4 прака подряд. Ну, я справляюсь со всеми переменами, я думаю, более-менее. Впервые отдаляюсь так сильно от родителей, и все равно привязанность некая имеется. Но я стараюсь от этого сепарироваться и сфокусироваться на игровом плане. Я первый раз в Сербии, никогда не был до этого. Я мало где был, поэтому не могу как-то конкретно оценить, но в целом все хорошо. Мне нравится. Отличная страна. Я чувствую сильную разницу в пинге, потому что когда я играл из дома, у меня был пинг в 3 раза больше, чем на данный момент, и это очень сильно ощущается. Даня будет играть свободного игрока, много будет строиться от него вещей. При этом нужно понимать, что эту историю нужно балансировать между тем, что у него есть свобода и как играет весь коллектив. Мирослав будет являться вторым голосом в команде. Он будет помогать в середине игры Коле Лене. Плюс есть активный снайпер Артем, который будет руководить в микре при заходах, при каких-то ситуациях после размена, забирать диагонали и все прочее. Да? Что касаемо Бори, у него есть свои сильные стороны, что он много на разборах привносит в игру. Роль у него будет разнообразная. У него нет каких-то определенных ролей. Он будет гибким игроком в этом коллективе. Ну и Леня капитан, и так все понятно. Основная задача, чтобы мы набирали изо дня в день и свое время проводили продуктивно, чтобы к выходу новой игры у нас уже были наиграны некоторые связки, мы понимали друг друга в разменах, это основополагающая вещь, и чтобы мы достаточно хорошо коммуницировали между друг другом. Так как любые изменения являются глотком свежего воздуха, это не является упреком типа в сторону игроков прошлого состава. Это так называемый шаг назад, чтобы попытаться сделать разгон жесткий. Вот. И поэтому многие вещи будут разбираться сначала, привыкаться друг к другу, и все может сработать совершенно по-другому. И это круто, потому что люди таким образом развиваются вместе.